В аэропорту Пулково елка с самолетиками, а я лечу в Минск. Лечу на конференцию по продвижению каналов YouTube, где буду с умным видом говорить умные вещи. И лечу на тонколете. Именно так назвала свой самолет компания Belavia в честь белорусской компании, разработчика компьютерных игр, автора игры World of Tanks. У меня есть пара дней, чтобы прогуляться по Минску. И вот вам топ-5 причин, почему приехать сюда однозначно стоит. Во-первых, в Минске есть казино. У меня в отеле вход в него прямо напротив лифта. Видимо, чтобы долго не раздумывать и играть по-крупному. Я внутрь не заходила, я человек азартный, мне в злачные места нельзя. Еда в Беларуси – отдельная история. И не только из-за сала, количество видов которого так же бесконечно, как количество звезд во Вселенной, но и из-за весьма низких цен на еду и продукты. Средняя цена на пирожное около 30 рублей в переводе на русскую валюту. 2 пирожных и латте – 240 рублей. При таких ценах велик соблазн переехать сюда жить. В помпезных ресторанах цены уже поближе к российским. Но китайские янцзы я запомню отнюдь не из-за этого, а из-за фантастически вкусного сыра, запеченного в карамели. К блюду подают воду, чтобы охлаждать очень горячие кусочки карамели, макая их в нее. Третья причина приехать в Минск – это невероятная чистота города. Он просто вылизан, выглажен и прекрасно благоустроен. Никаких долгостроев, хотя бы в центре, недоделанных тротуаров, потому что скоро праздник. Ничего экстренно не ремонтируется и не приводится в порядок, потому что все и так уже в порядке. Почти лобное место на набережной реки Свислочь готово встречать Новый год. Металлические антивандальные фигурки животных, которые после захода солнца будут выглядеть совершенно иначе. Огромная елка, рождественская ярмарка с печеной картошкой и шашлыками, глинтвейном и травяными чаями из антикварных самоваров и сладости всех вкусов и всех мастей. В общем, за праздничным настроением в Минск приехать однозначно стоит. У города достаточно интересная история. В разное время, будучи частью и княжества Литовского, и Речи Посполитой, Минск достаточно рано получил привилегированный статус и магдебургское право. По сути, город получил юридическую и экономическую независимость от феодалов, право на установку городских весов и взимание налогов. Архитектурные стили в Минске наплывают друг на друга, создавая едва видимые стыки эпох. Сталинский ампир ненадолго создал у меня ощущение присутствия в южных районах Питера. Примерно так выглядят дома в районах Автовой, Кировский завод, а также в районе Московской. Но если углубиться во дворы, в районе улицы Комсомольской, то субкультура дает о себе знать. Тут и виртуальный памятник сисадмину, который можно увидеть только скачав специальное приложение, и уже ставший известным красный дворик с синей козой, и вполне культурное граффити в блюзовой стилистике.
обязательно пройдитесь по пешеходной зоне на Комсомольской и зайдите в один из многочисленных баров. У каждого из них своя уникальная стилистика, и все напоминает нам о том, что совсем скоро такой долгожданный праздник – Новый год.